Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Хочу предложить вам вот такой стильный, очень модный жилет, связанный из полухлопковой пряжи, который будет очень эффектно смотреться с белой блузой и джинсами. У нас тоже сегодня будет шикарная пряжа использоваться, такого цвета небесно-голубого, да, такая голубизна от неба. Очень простой узор, абсолютно простой, настолько простой, что даже девочки, имеющие небольшой опыт вязания, смогут его связать. Но и в то же время, несмотря на простоту и легкость узора, жилет смотрится довольно богато и довольно эффектно. У нас сегодня будет составляться с вами описание на следующие размеры. Значит, 42, 44, 46, 48, 50, 52. Сейчас я вам полистаю эту модель. Как видите, ее можно представить в разных вариантах. Да? Нашла я эту модель в интернет-магазине. То есть это машинная вязка с белой блузкой и джинсами. Очень красиво смотрится, даже розовый цвет, не говоря уже про этот небесно-голубой цвет. Посмотрите, какая красота. У нас с вами у жилетика V-образный вырез. Планочки везде используются по пройме, по низу изделия. Все деталечки вяжутся снизу вверх. У нас будет в сегодняшнем видеопроекте рассматриваться подробнейшим образом процесс вязания. Я расскажу вам, девочки, сколько петель набирать на тот или иной размер. Расскажу все нюансы вязания этой модели, обосную каждую цифру нашего расчета. Расчеты мы будем делать с вами прямо в видео, то есть я буду рассказывать, как сформировать V-образный вырез, сколько петель приходится на пройму, сколько петель приходится на вырез горловины, как это посчитать. То есть, девочки, в белом, вот, кстати, варианте очень красиво смотрится. Так, ну, в общем, думаю, что вас заинтересует легкость, простота и красота данной модели. И давайте сейчас приступим к выбору пряжи. И, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. Так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Итак, девочки, для вязания этого жилета я предлагаю пряжу Alize Cotton Baby Soft. Из нее я связала образец спицами номер 3,5. В пряже у нас с вами полухлопковой, 50% у нас акрил и 50% хлопок. Так, и это турецкого производства пряжа. Цвет у нас 40, такой нежно-голубой. В 100 грамм 270 метров. Шикарная пряжа, шикарные скруточки, нежная. Вязать одно удовольствие. Вот так смотрится у нас с вами наш образец. Как видите, просто шикарнейший узор с таким красивым краем. В общем, волнистым, да. Сам по себе узор тоже очень приятно вязать, поскольку он легкий. И можно, в общем-то, схемой и не пользоваться, если честно. Достаточно один раппорт запомнить и затем вязать уже так, по наитию, да. Как вы видите, очень красиво смотрится этот узор. Я вам показываю, да. Вот, и вяжется просто. Для начинающих прям в самый раз такую жилеточку связать для нарядного такого какого-то выхода, да. Нарядный получится очень вещь, согласитесь. Как альтернативу, давайте я вам покажу сейчас пряжу. Значит, пряжу вот такую, Alize Cotton Gold, полухлопковая тоже пряжа, 100 грамм 330 метров, то есть она даже еще будет более экономная, да. Дальше у нас тоже полухлопковый состав, 55% хлопок, 45% акрил. Ну, как вы видите, прекрасно все тут у нас смотрится, хорошо скручена пряжа, бюджетная, недорогая. Так, и как альтернативу могу вам
порекомендовать пряжу Газал Baby Cotton в 50 грамм 165 метров. Здесь у нас 60% хлопок и 40 акрил. Хорошая пряжа. Вообще вы можете использовать любую пряжу, девочки. Хлопок, полухлопок, даже с шерстью можно. Ну, конечно, смотря на какой период времени и какую функцию она будет выполнять. Вот данный красивый жилет очень хорошо, нарядно смотрится с белой блузой. Да? Вот именно так я бы порекомендовала вам связать такой вот красивый, пополнит гардероб ваш, да, нарядный, эффектный такой жилет. Жилет у нас вообще модный, примодный, уже второй сезон держится, шикарная вещь получится. Так, ну а сейчас, мои дорогие, давайте посмотрим схему этого узора. Схема узора выглядит вот таким образом. Значит, у нас с вами будет вязаться 12 петель, это ширина раппорта, и 14 рядов высота раппорта. Мы с вами свяжем каждый ряд этого узора, и вы поймете, как располагать эти раппорты последовательно друг за другом, с чего начать и чем закончить. Все мы детально рассмотрим. Про условное обозначение. Горизонтальная черточка – это изнаночная петля, вертикальная черточка – лицевая петля, кружок – накид, равнобедренный треугольник – это 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли. Ну, есть нюансы этого узора кое-какие, но все последовательно смотрите видео, и там, где мы вяжем, вы поймете, о чем идет речь. Я про крайние раппорты, они немножко по-другому вяжутся. Далее у нас есть выкройка с вами. Вот такая выкройка. Здесь нет размеров. Я здесь просто конструктивно изобразила, как это вяжется деталь. Да? То есть у нас с вами снизу вверх все вяжется. Вывязывается пройма, вывязывается вырез горловины, вывязывается скос плеча, скос, значит, по вырезу горловины переда. Все нюансы разбираем и вот такое описание составляем. Это описание будет выложено под видео, инструкция по вязанию для вашего удобства. Поэтому здесь все учтено, все действия друг за другом расположены, очень легко разобраться и очень легко связать по такому краткому изложению, я бы так сказала, процесса вязания. Да? И сейчас, мои дорогие, мы с вами приступим к вязанию образца, затем пойдет влажно-тепловая обработка и расчетная часть, где я все вам обосную, откуда взялись эти петли, как я их считала и так далее. Смотрим далее. Итак, девочки, для вязания образца давайте навяжем с вами 39 петель. У меня 3 раппорта. Можно, значит, сделать всего 2 раппорта, связать. Ну, в общем-то, по желанию, да. Если 3 раппорта, то у нас раппорт 12 петель, то есть это 36 петель. Одна петля для симметрии идет крайне левая, и у нас 2 кромочные добавляются. Вяжем первый ряд, он очень простой. Первый ряд нашего узора просто все петли лицевые. Раппорт 12 лицевых, вот мы вяжем с вами 12 лицевых. И продолжаем весь ряд вязать лицевыми. Четные ряды, которые будут являться изнаночными, мы вяжем, как смотрят петли. Вот, поэтому давайте свяжем первый и второй ряд самостоятельно. И в третьем ряду у нас уже будет формироваться вот этот красивый ажурный узор. То есть второй ряд мы вяжем, все петли у нас идут изнаночные. Весь ряд все петли изнаночные. Так, девочки, третий ряд у нас с вами вяжется следующим образом. Первая петля кромочную мы снимаем и далее 2 вместе лицевой вяжем. Одной лицевой с наклоном влево. Так начинается крайний раппорт. А все раппорты, которые по центру располагаются друг за другом, будут вязаться
3 вместе одной лицевой. Но вот первый раппорт крайний начинается с 2 вместе одной лицевой. Далее идут 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Делаем накид, лицевая, накид. Снова 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. И все. На этом раппорт заканчивается. Начинается второй раппорт. И начинается он, как я и говорил, 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли. Для этого я снимаю 2 петли на правую спицу и меняю местами. Первая петля за работой остается, вторая накидывается поверх нее, и все 3 вместе одной лицевой вяжутся. 3 вместе одной лицевой. И далее опять идут 4 лицевые. Делаем накид, лицевая, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Все, раппорт второй связан. Третий раппорт начинаем также 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли. Первая, вторая петельки меняем местами, вторая поверх первой и вяжем 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли. 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, лицевая, накид и снова 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. И заканчиваем, петля у нас для симметрии, помните, я делала, да? То есть мы связали 3 раппорта и заканчиваем все это как 2 вместе одной лицевой с наклоном вправо. Кромочная, изнаночная. Все. Полностью связан 3-й ряд. Переворачиваем 4-й ряд, мы вяжем, как смотрят петли. Ну, они у нас смотрят все изнаночные, да. И накиды мы тоже вяжем изнаночными. 5-й ряд, 7-й ряд и 9-й ряд мы вяжем так же, как 3-й. То есть один в один вяжем, как 3-й. Совершенно одинаково. Повторять я не буду одно и то же. Давайте свяжем самостоятельно с вами 5, 7 и 9 ряды. Итак, девочки, я связала уже 10 рядов. То есть мы с вами связали те ряды, которые я говорила, вяжутся как 3, да. И сейчас наша задача связать 11 и 13 ряды. И вяжутся эти ряды очень просто. Все петли изнаночные вяжем. То есть изнаночная гладь. Все петли раппорта у нас вяжутся изнаночными. И соответственно, вот сейчас 11 ряд мы вяжем изнаночный, а 12 ряд мы будем вязать изнаночный ряд как лицевые петли. А затем у нас будет 13 ряд, и он будет вязаться как 11. Поэтому вяжем самостоятельно, и затем влажная тепловая обработка у нас. Делаем влажную тепловую обработку горячим паром. Отдаем наш образец и тянем его во влажном состоянии. Тянем его по вертикали и по горизонтали. Все, мои дорогие, этого достаточно. Оставляем сохнуть. Итак, вот такой у нас красивый получился образец, высох, выпрямился, очень красиво, все это рельефно смотрится. Давайте укладываем наш с вами образец. Так, уложили, да? Берем простую линеечку и измеряем ширину полотна полученного. У меня 17 сантиметров ширина, и мы с вами набирали 39 петель. Мы делим на 17 сантиметров и получаем плотность, ну, практически 2,3, потому что будем округлять большую сторону, да? То есть я пишу, что в одном сантиметре у нас 2,3 петли. 2,3 петли. Теперь по вертикали измеряем. Также берем линеечку и измеряем. Вначале вот у нас неровный край волнистый, мы измеряем, значит, у меня получается 16,5 сантиметров в самой длинной части, в самой короткой это 15 сантиметров. Давайте возьмем среднее арифметическое
15,5. Посчитаем, сколько рядов у нас используется в узоре. В моем образце связано полных 2 раппорта по 14 рядов, то есть это 28 рядов. И последний раппорт я связала всего 11 рядов, 39 рядов всего. Надо разделить на 15,5 сантиметров, и получается плотность по вертикали 2,5. Тоже запишем. В 1 сантиметре 2,5 ряда у нас с вами участвует. Так, эти цифры сейчас будем использовать в расчете. Итак, мои дорогие, вот такую выкройку я буду сегодня использовать в расчете. Мы будем составлять с вами описание вязания на размеры 42, 44, 46, 48, 50, 52. Первый размер будет иметь ширину спинки и переда 48 сантиметров. Второй размер — ширина спинки и переда 53 сантиметра. И третий размер 58,5 сантиметров. Так, общая длина у меня 60 сантиметров изделия. Эта мерка очень индивидуальная. Пожалуйста, под себя ее откорректируйте. Я буду строить сегодняшнее описание именно с такой длиной изделия. Но вы без труда сможете, девочки, немножечко откорректировать, вставить свои циферки. И сразу давайте приступим к тому, как у нас с вами будет располагаться узоры. У нас с вами начинается вязание снизу вверх. Мы вяжем планку высотой 6 сантиметров резинкой любой, какой хотите. 1 на 1, 2 на 2, какая вам нравится. Берем спицы номер 3 для планки. Узор будем вязать спицами номер 3,5. Расположение узоров сейчас покажу, но вначале расчет петель. Значит, 48 сантиметров первый размер, это ширина. Умножить надо на плотность 2,3 петли. То есть, смотрите, 48 умножить на 2,3 получается 110 петель. Нам надо, чтобы было нечетное число, поскольку у нас с вами узор, я вам сейчас объясню. То есть мы берем 111 петель. На одну петлю чуть-чуть, ну тут в принципе понятно, да? Смотрите, девочки, у нас получается расположение узоров. Раппорт узора составляет 12 петель плюс 1 петлю мы добавляли для симметрии в ширину. Так, и у нас это 9 раппортов. 9 раппортов по 12 петель. Первый размер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 должно быть, да? 9. Еще раз считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 раппортов. По 12 петель. 1 петля лицевая, крайне левая, для симметрии и 2 кромочные. В сумме дает 111 петель. Второй размер мы просто прибавляем еще один раппорт. Получается 123 петли, ширина 53, я уже говорила, сантиметра. И 123 петли у нас это значит 10 раппортов. 10 раппортов по 12 петель, девочки. И также 1 петля для симметрии и 1 кромочная. В сумме это даст 123 петли. Третий размер мы берем с вами уже 11 петель по 12. Это число петель в раппорте. 1 петля для симметрии, 2 кромочные. И это составит у нас 135 петель. Понятно, да? Если вы сейчас 135 петель разделите на число петель в раппорте 12, то у вас получится 11 раппортов, да? 11 раппортов, 1 петля для симметрии и 2 кромочные. Получается 135 петель. Так, с этим все понятно. Теперь дальше идем. Вот вы вяжете, вяжете, вяжете и доходите через 32 сантиметра. Сразу все вертикальные размеры переводим в ряды. 32 сантиметра умножим на плотность по вертикали. Это 2,5.
32 на 2,5 будет 80 рядов. То есть, когда вы будете вязать, обязательно вяжите ряды, считайте ряды, не надо ничего измерять сантиметрами, да, это неправильный подход. А вы видели, как после влажной обработки наш образец очень сильно вытянулся, да, он выпрямился, и совсем другая длина у него стала. То же самое случится с вашим изделием. Представьте, насколько он может вытянуться, стать длиннее, чем вы хотели бы. Поэтому мы заранее вяжем образец, мы заранее высчитываем вот этот коэффициент растяжения, я бы его так назвала, да, по вертикали. И мы его правильно применяем при вязании. 32 сантиметра равно 80 рядов. 80 рядов вы связали и приступайте к формированию линии проймы. Я сделала так при расчете. Глубина проймы у меня на первый размер 5 сантиметров, и на второй размер я на третий прибавил по одной петле. То есть 5 умножить на нашу плотность по горизонтали 2,3, это будет 11. 11 петель первый размер, 12 петель второй размер, 13 петель третий размер. Высота проймы составила первый размер 20 сантиметров, второй 22, третий 24 сантиметра высота. Скос плеча составляет у нас высоту 2 сантиметра, то есть я перевела это 4 ряда. И также по вырезу спинки у нас глубина выреза по спинке составит тоже 2 сантиметра. То есть вы одновременно начнете скос плеча и формирование выреза по спинке. Значит, на вырез горловины я беру с сантиметром. В сантиметрах первый размер 20 сантиметров ширину выреза и увеличиваю по размерам. 20 я умножаю на плотность 2,3 по горизонтали, у меня 45 петель. Должно быть нечетное число, так же как вот здесь в наборе. Для того, чтобы потом мы поровну могли посчитать плечи, поделить, да? 2 плеча, потому что. Смотрите, 45, 47, второй размер, 49 петель будет ширина выреза на наши размеры. И на все, что осталось, это петли плеч. 22, 26 и 30 петель здесь будет. Значит, я сейчас не стану вам рассказывать, как сформировать скос плеча и как сформировать вырез горловины. Все это есть в описании в виде текста, инструкция под видео. Пожалуйста, девочки, открывайте вкладку под видео и читайте всю эту инструкцию. Там подробнейшим образом рассказано, как закрыть петли плеч, как закрыть вырез горловины. Перед вяжется так же, как и спинка, и различие только в V-образном вырезе. V-образный вырез. Его высоту я беру 27 сантиметров. И начинаем мы с того, что у нас закрывается центральная петля, она нам не нужна. Самая середина не нужна. Так, чтобы с учетом того, чтобы у нас остались с вами одинаковое количество петель с двух сторон, потому что вязание будет вестись с одной стороны и с другой стороны, раздельно вязание одной половинки и второй, да? Вот, и мы будем с вами здесь формировать вырез следующим образом. Если мы с вами высоту умножим на вот эту высоту 25, вернее 27 она будет у нас, 27, девочки, 27. Итак, давайте считаем. 27 умножить на 2,5, это будет 68 рядов, да? 68, давайте запишем сразу. 68 рядов, да? И нам надо с вами закрыть равномерно по одной петле через равное расстояние. 22 петли надо закрыть для первого размера, 23 для второго, 24 для третьего. Вы поняли, да? Вот на третий размер 49 петель всего приходится на вырез, да? Мы одну петлю сразу убрали, она нам не нужна, закрыли ее, две вместе провязали.
петли. И далее будем убавлять 24 петли равномерно. Для этого мы вот эту высоту 68 рядов, мы посчитали 68 рядов, да, будем сейчас делить на 22 петли. 68 разделить на 22, это будет 3. То есть в каждом третьем ряду мы будем делать с вами по одной убавке. Итак, 22 ряда. Ой, 22 раза. То есть, ну, здесь то же самое, в принципе, получится в каждом третьем ряду, девочки. В каждом третьем ряду получится. Просто здесь вот немножко, вот тут прям четко получилось в каждом третьем, а здесь, ну, подкорректируйте там. Но в целом в каждом третьем ряду убавки будете делать. И все, что осталось, это петли плеч, да, будете их также делать, как по спинке со скосом. Все это вы прочитаете внимательно в моем видео описании. Под видео будет в виде текста, все есть. Вот, собственно, и все объяснение. Читайте внимательно, остается у вас сборка. Сшиваете плечи, да, на круговые спицы поднимаете петли по вырезу, по V-образному вырезу и вяжете резинкой 1 на 1, 2 на 2, то есть как вам там, как и здесь, в принципе, да, должно быть. Вот. Также, да, и вот здесь для формирования вот этого острого угла надо вязать в самом середине этого выреза 3 вместе одной лицевой. Можно 3 вместе одной изнаночной, пожалуйста, кто как любит. Так, теперь здесь то же самое, на круговые спицы набираете по пройме петельки и также делаете планку, вяжете тоже резиночкой любой, какой хотите. Все должно быть эстетично и красиво. То есть здесь набор должен одинаково формироваться, одинаковое количество петель по проймам, да, это естественно, ну, просто на всякий случай вам объясняю, да. Ну, вот и все. Такой вот обычный, в принципе, классический жилет. Никаких-то каких-то сногсшибательных открытий мы здесь с вами не совершаем. Модель классическая и очень простая. Читайте инструкции под видео. Я желаю вам удачи и до новых встреч!